В этом видео мы воссоздадим легендарный комикс «Город грехов», но сделаем его в виде стола. Более 20 килограмм смолы, многоуровневая заливка и подстолье в виде книги. В общем, приятного просмотра. Практически весь этот проект будет выполнен благодаря вот этому аппарату. Это лазерный станок с полем работы 120 на 90 сантиметров. В будущем я планирую его немного апгрейдить, но об этом в следующих роликах. Как вы видите, я режу на нем оргстекло. Из него и будет выполнена столешница. Поскольку комикс, который мы выбрали для проекта, довольно детализированный, повозиться с файлом пришлось прилично. На это ушло пару дней работы, но забегая вперед, скажу, что оно того стоило. Это всем известный комикс «Город грехов», и поскольку его можно уже смело считать классикой, отношусь к нему с большим уважением и стараюсь максимально приблизиться к оригиналу. Именно поэтому буду использовать оргстекло 3 цветов, все в точности, как и в оригинале: белый, черный и красный. Затем предстоит несколько часов резки, и если честно, я в восторге от того, насколько же детально получается вырезать все элементы. После того, как все сцены из комикса вырезаны, я приклеиваю их на скотч для удобства работы в дальнейшем и принимаюсь за опалубку. Ее я решил сделать все из того же оргстекла. Это очень удобный вариант, я бы сказал идеальный, особенно если под рукой есть лазерный станок, который и вырезал все элементы опалубки. Но стоит отметить, что оргстекло не дешевый материал, но в моем случае в дело идут обрезки, поэтому я особо не считаю их. Изначально оргстекло идеально глянцевое, и смола отходит от него отлично, но в данном случае нижний слой опалубки должен остаться в заливке, так как он играет роль подложки, имитируя бумагу, на которой и напечатан комикс, поэтому я замотовываю его скотч-брайтом. За счет этого смола и будет держаться на нем, а боковые элементы опалубки оставляю глянцевыми, так как после того, как смола высохнет, я их уберу. На этот раз решил попробовать новый метод. Сперва вот так проклеиваю скотчем стык. В итоге это позволит четко держаться бортику на своем месте. А когда все 4 бортика приклеены на скотч, прихватываю углы термоклеем. Теперь переходим к самому интересному. Все стыки я хорошенько проливаю ОФ смолой. Ее особенность заключается в том, что посветив на нее всего 5 минут ультрафиолетовой лампой, она превращается в камень. Ну, почти в камень. Очень крутая штука, после того, как я ее попробовал, уже и не представляю, как же раньше жил без нее. Если занимаетесь смолой, очень рекомендую держать такой пузырек в запасе. Незаменимая штука, если надо что-то немного подлить или исправить. И в итоге не придется ждать пару дней, пока обычный состав застывал бы. Да, я использую большую лампу, но только потому, что она у меня есть и так удобней. Но по факту подойдет и обычный маленький фонарик, который часто продается в комплекте с такой смолой. Ссылку оставлю в описании. В итоге, спустя всего 5 минут надежная крепкая опалубка готова. А вот следующая операция заняла далеко не 10 минут. На нее ушло 3 полноценных дня работы. Но для меня они пролетели всего за несколько секунд, как и для вас, так как этим занимался Андрей, оператор, монтажер, в общем, правая рука канала. И как вы поняли, по совместительству поклейщик комиксов. Клеились они в соответствии с оригиналом, слой за слоем, сцена за сценой, и так 3 дня. Ну и наконец начинаем раскладывать первый слой комикса. Для того, чтобы сцены не всплыли и не сместились, я прихватываю их клей-гелем. На первом слое будет всего 4 сцены, так как я решил сделать побольше уровней. По задумке, за счет этого столешница будет смотреться интересней. И первый уровень заливаю уже проверенным составом Wood Pro. Для этих целей подходит просто отлично, так же как и соотношение цена-качество. Ссылки на все материалы, как всегда, есть в описании.
Спустя еще пару дней, когда первый слой уже высох, опалубка проверена и стала крепче, я раскладываю все остальные сцены. Для того, чтобы сделать побольше уровней, я решил использовать вот такие кубики из оргстекла. Кстати, после резки оргстекла на лазере бортики остаются вот такими, идеальным, гладким и прозрачным. В итоге, после того, когда я залью их смолой, они будут не видны, словно пропадут. Таким образом, мы и получим задуманный эффект. Ну и когда со всеми уровнями уже разобрались, раскладываем финальную картинку. А теперь заливаю уже финишные 16 кг смолы. И остается подождать всего 3 дня до полной полимеризации смолы. И тогда уже можно снимать опалубку. Если честно, это время для меня пролетело моментально, так как я наткнулся на канал Red Forge. Это прям наши коллеги, крутые мастера, я глянул на количество их подписчиков и просто не поверил. Даже подумал, что это какая-то ошибка, потому что не может быть у такого канала так мало подписчиков. Эти парни из огня и металла создают настоящие произведения искусства, причем повторяя исторические образцы, а также оружие из игр, сериалов и кино. Они уже сковали сковороду из PUBG и постреляли в нее на стрелковом полигоне, создали настоящий сульфурос из WoW и раскрошили им бетонные блоки. Также сделали и протестировали целый комплект викинга, сделанные аутентичными методами. Щит, одноручный топор и настоящее боевое копье. В этот раз они решили отковать то, что так популяризировало викингов в сериалах и играх, и создали настоящий двуручный боевой топор Бродокс, который оказался по-настоящему смертоносным. Если не верите, посмотрите тесты в слоумо, которые просто превзошли сами себя. В общем, если хотите посмотреть, как куется настоящий крутой контент, и этим крутым контентом разлетаются эффектно разрушающиеся вещи, тогда вам явно к ним. Ссылку оставляю в описании. Те, кто давно подписан на канал, знает, что я никогда не советовал вам ерунды или сомнительные организации, которые хотят забрать ваши деньги, так как очень уважаю вас и благодарен за доверие. И это именно тот случай, когда я советую перейти и глянуть их контент. Кстати, им совсем немного осталось до 100 тысяч. Было бы очень круто, если они достигнут этой цели благодаря вам. Спасибо. В итоге опалубка отошла отлично, и мы занимаемся подстольем. В результате оно должно получиться не менее интересным столешнице. Я решил сделать его в виде открытой книги комикса. Соответственно, также полностью повторить оригинал обложки и открытой страницы. Для этого был подготовлен файл и сделана гравировка. Отдельно хочу отметить, что после гравировки отлично подчеркивается текстура дерева. После я планирую пропитать ее маслом, и темная часть станет еще темнее. Таким образом мы усилим контраст. Должно выйти круто. Для того, чтобы сделать книгу приоткрытой, посередине делаю вот такую резку. За счет этого фанера, к слову толщиной 6 мм, отлично гнется и не ломается. Обложку я решил сделать комбинированной для того, чтобы платье было красным, прям как в оригинале. В итоге я вырезал его из красного оргстекла и вставил в нишу. Для того, чтобы собрать конструкцию, в основу надо положить брусок. Его, грубо говоря, мы и обошьем 8 листами 6-мм фанеры. В итоге толщина подстолья будет 48 мм. И тут очень важно подогнать брусок идеально в размер, чтобы в дальнейшем при сборке не было щелей. Я подгоняю его при помощи фуганка, заодно и выравниваю в идеал. И уже теперь можно собирать всю конструкцию. В основе будет лежать брусок, запиленный под правильным углом.
А затем слой за слоем, хорошенько промазывая клеем и соединяя шпилечником. После того, как клей высох, слегка шлифую и пропитываю фанеру универсальным твердым маслом. Теперь картинка преображается на глазах. Как я и говорил, становится более насыщенной и контрастной. Ну и дерево проявляет всю свою красоту. Я тут недавно заглянул в статистику канала и выяснилось, что 70% просмотров это просмотры без подписки. А это значит, что большинство из вас следующий ролик может так и не увидеть. А к слову, он будет очень интересным и ожидаемым у многих. Так что не проходите мимо, звоните в колокол и до скорой встречи.